Всем привет! Сегодня я буду смотреть новый музыкальный клип от Адо. Песня называется "Vivarium". Так что давайте вместе посмотрим. И сразу хочу сказать то, что один из моих подписчиков меня уже уведомил о том, что в этом клипе сама Адо собственной персоной будет сниматься. Хоть и не полностью показывать лицо, но тем не менее мы можем ее увидеть сбоку. Ну, в любом случае, я так и так рада. О, так быстро кадры меняются. あれからどれくらい経ったことだろうくぐもったもの以外も変わらずで鏡が映すは隔たる理想と不器用な指先に今日も手をかけた Ух ты, извиняюсь. Но я не могу не проигнорировать, ам, э, вот такие строчки. Тут на самом деле, тут по первому куплету даже и по первым строчкам, мне уже по смыслу немного грустно становится, потому что, а, что-то больше похожее, как будто бы эта песня про, возможно, депрессию, про, недовольство собой. И вот по первым строчкам, ощущение, что человек, именно в нашем случае Адам, придирается к себе, и, как она, поет о том, что вот ее идеал, в зеркале она его видит, но до него очень далеко, и она своими неуклюжими пальцами, которыми она их так назвала, я считаю, что это абсолютно не так, но тем не менее, это все показывает, ам, насколько глубоко человеку плохо, наверное, потому что, тут не только касаемо девушек, я думаю, абсолютно и мужчин это тоже может быть касаемо. То, что, в таком состоянии непринятия себя, возможно, мы очень сильно, придираемся к себе и ставим какие-то несуществующие идеалы, возможно, в какой-то степени недосягаемыми. Потому что все мы абсолютно разные, генетика у нас разная, физиология разная, и, не всегда мы можем достичь того идеала, к которому мы стремимся. Но мне сейчас очень даже нравится, начало песни, мотив, музыка и особенно текст. くぐもったもの以外も変わらずで鏡が映すは隔たる理想と不器用な指先に今日も手をかけた誰かの言葉で一人つまじきしょうがないね望まれたことなんてないし飛び水赤色マセロラでモンド結果は特別ななじめからまがいもの叶えたいものとは引き換えに大切なものを壊してきて後悔ばかりで気ができないからそう捨てて楽になって転んだ後の傷の治し方も残した過ちの悔いも知らないまま大人になるのくらい後庭で飛び飛なく落した私の夢を見ていた遠くで揺れた光を私を呼ぶ気がした気づけば Ам, Слушайте, давно у меня такого не было ощущения, что я хочу заново переслушать, ам, эту песню, по крайней мере, ближе к припеву, потому что там такой текст заложен, мне очень интересно.
и достаточно знакомо это. И вот тут, судя по словам, знаете, ощущение складывается, то, что действительно передается через эту песню ощущение депрессии, возможно, ощущение взросления. Ам, Вообще в этой песне, как лично для меня, это довольно-таки сложная тема и долгая, потому что тут она такие вещи затрагивает, которые, да, действительно могут затронуть очень многих людей, которые чувствуют такое же чувство, как и передается в этой песне, потому что вот как она в припеве поет, то, что ощущает себя как в террариуме. На самом деле так. Я думаю, возможно, меня очень многие поймут. Ам, Наверно, поймут меня обычные люди, которые не сильно таки стремятся к чему-то идеальному. Потому что я тоже себя чувствую в какой-то степени в каком-то террариуме, что, все вокруг такие идеальные, и нельзя будто бы быть, по стандартам общества, нельзя быть каким-то другим. И из-за этого, как в песне поется, мы как будто бы к себе придираемся больше, чем обычно, и не можем принять такие, какие мы есть. И вот это чувство, которое Адо передает, я это очень даже понимаю. И, я тоже в таких чувствах пребываю, но, слава богу, конечно, сейчас это уже получше, но тем не менее, мне очень понятны эти чувства. И то, что она поет, то, что, все таки видит этот лучик свет и к нему стремится, это вот как идеал или картинка, которую мы себе нарисовали, ам, и мы к этому стремимся. Опять-таки, да, все люди мы разные, и, знаете, себе можно такие идеалы, нарисовать, что до конца жизни, не достичь. Поэтому, нужно все таки наверное, трезво думать, в плане такого. Но я очень, удивлена такому, знаете, тексту, достаточно глубокому, и она очень хорошо передает вот это ощущение депрессии и одиночества. И то, что вот, она описывала эти чувства в виде самозванца. Я это восприняла так, что, ам, в этом чувстве потерянности, усталости, разочарования в себе, чувстве нелюбви к себе, несмотря на это, ам, приходится, к сожалению, великому моему сожалению, ам, обществу показывать, что все хорошо, что у меня все в порядке, ребята. И, нельзя, недопустимо, другим людям показать, неважно, не только друзьям, но и родственникам, и, в общем, кому угодно, что что-то у тебя не так. И я хочу поблагодарить Аду, что такую тему она затронула в своей песне, и у меня даже, наворачиваются слезы, потому что, песня очень затрагивает мои ам, внутренние проблемы или, как сказать, да, или внутренние недопонимания во мне со мной. Вот. Ой, много наговорила, извиняюсь, но давайте продолжим. 私を呼ぶ気がした気づけば誰もかとここに一人散らかった部屋の中迷い込む蜃気楼どうして溢れ出す涙と称す二つ目の指先また隠そうまだ頭の中で聞こえる私と私のない声が繰り返し繰り返し生まれてきたことを否定するどうして何もできないのどうして何も知らないのわからないわからない私にはわからない正しいこと一つも知らないまま大人になってしまったみたいだ О, это надо снова переслушать. 頭の中で聞こえる私と私のない声が繰り返し繰り返し生まれてきたことを否定するどうして何もできないのどうして何も知らないのわからないわからない私にはわからない正しいこと一つも知らないまま大人になってしまったみたいだ
よりも先に大将には一言だ。居場所をなくしちゃってごめんね。だからもう出てこなくたっていいさ。揺れる都の奥、その光の中で機械少女の歌が聞こえた。私はそこに行きたい。このくらい箱に割って止めどなく私が私の夢を見ていて、触れられる距離のまま離れないで、変わらないで。この箱庭でどれだけ迷って使って見えなくなっても、この目で揺れた光はあの日が来る未来だ。さよならまだ私は歌わなくち夜が明けるまで一人じゃないから。クローゼットの君はまだ泣いてる。На самом деле текст для меня довольно-таки сложный именно по смыслу, потому что во мне, будто бы каждое ее слово откликалось, и я очень даже понимаю эти чувства, которые она передает в этой песне. В какой-то момент мне даже заплакать хотелось, ам, но постаралась по максимуму сдержаться и немножко отвлечься. Но, ам, я очень-очень надеюсь, что все таки при написании этой песни, текст не был основан на ее жизненном опыте. Потому что я бы не хотела бы то, что чтобы Адо переживала такой период жизни. И можно ли назвать это вообще периодом жизни, я не знаю. Потому что этот период как будто бы не заканчивается или длится слишком уж, долго. И мне очень нравится, когда в песнях я могу что-то увидеть, похожее, как и у себя, либо же, взять какие-то советы для себя, урок. Мне это очень нравится. И эта песня, очередная в мою копилку для каких-то размышлений. И, я определенно добавлю это в свой плейлист, потому что эта песня очень дает эти чувства, этот смысл, посыл, с которым я могу, можно сказать, несколько раз в неделю послушать и встретиться с самой собой, маленькой, которая, внутри сидит. На самом деле, я считаю, вот как она, в песне и поет, то, что все мы хоть и выросли, но как будто бы внутри мы все еще дети. Просто кто-то очень хорошо играет свою роль, а кто-то нет. Вот, и в общем, я понимаю эти чувства, сама с ними борюсь, насколько это возможно. Но песня мне очень понравилась, смысл просто шикарнейший. Не знаю, как для вас, но для меня смысл шикарнейший. И мне очень нравится то, что, знаете, в каждой строчке буквально заложен смысл. То есть, я не знаю, практически всю песню можно как, как на цитаты для книги какой-то, вырезать, потому что это вообще, каждая строка во мне, проявляла какие-то мурашки в теле, трепет, и не покидала мысль, что, а может быть, это и вправду она на своем опыте жизни написала.
Ам, Очень надеюсь, что это не так, не хотелось бы, потому что, такое состояние — это одно из ужасных, да, которые мы можем, наверное, испытывать. Понимаю, да, это не чувство какой-то утраты, но нельзя не отменять вообще чувства людей, какие бы они ни были. Ам, вот, потому что мы все живые, и никто не может измерить, чувство депрессии, чувство самокопания, разочарования в себе с чувством потери человека. Каждый человек сам для себя определяет, насколько глубокое его горе и насколько ему плохо. Поэтому, тут и сравнивать вообще невозможно. Ну, в общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, клип. И я бы хотела вас попросить, чтобы вы, возможно, если вдруг знаете, в комментариях написали или помогли мне немножко побольше разузнать об этом клипе, потому что вот она в тексте тоже немножко затрагивала вот этот, сюжет, в котором снимался этот клип, я так понимаю. Она находится в одной комнате, вокруг нее вещи, и она об этом упоминала. И, может быть, есть, какие-то еще теории касаемо этого, либо же какой-то отдельный смысл. Мне было бы очень интересно почитать и, поговорить с вами, потому что я безумно в восторге от этой песни, именно от смысла, по большей части, потому что, я в очередной раз, удивляюсь ее таланту. Ам, и хотела бы сказать, я не знаю, есть ли у вас такое вообще, что точнее, есть у вас такие, артисты, или группы, с которыми вы думаете, что у вас буквально одинаковый внутренний мир, как будто бы вы родные души. И вот я слушаю, ам, что как будто бы, знаете, олицетворение меня, что ли, просто в другой абсолютно вселенной и, с голосом, с музыкальным слухом и, в общем, с известностью, да. Но, как будто бы внутри мы очень похожи, потому что ее каждая песня, которую я слышала на своем канале, очень мне откликалась, и я была внутри всегда удивлена, насколько же она как будто бы озвучивает мои внутренние переживания или мысли. Ну, в общем, шикарно. Шикарный клип, шикарная артистка. И да, пишите, в общем, в комментариях свои мысли. Мне будет очень приятно поговорить с вами. И да, конечно, я благодарю вас за просмотр. Всем пока.